Всем привет! Мы находимся в виртуальной студии Sky News. С вами Let's Play the Game. А в гостях у меня Тейлис Фокс, геймдизайнер нашей любимой игры If Echoes. Привет, Фокс! Всем привет. Ты можешь звать меня Денис. Фокс это так для Дискорда. Хорошо, Денис. Предлагаю немножко познакомиться. И я хочу еще сказать, что я очень рад, что наша долгожданная встреча наконец-то состоялась. Собственно, расскажи немного о себе, как ты пришел в разработку игр и чем непосредственно занимаешься на проекте If Echoes. Да, слушай, давно мы хотели записать интервью для Sky News. На самом деле я все не давал согласия. У нас были заморочки, проблемы и занятость на проекте. Собственно, да, как ты уже сказал, я геймдизайнер на EVE Echoes. Это мой первый неполный год в роли геймдизайнера. До этого я присоединился к команде как Quality Assurance Engineer, инженер по обеспечению качества. В принципе, в большинстве случаев я занимался локализацией. Это была частично моя работа, потому что команде был нужен фидбэк иностранца по геймплею, по механикам. Собственно, и мои отзывы пробустили меня стать геймдизайнером в глазах продюсера. Так вот это произошло. Собственно, разработкой занимаюсь, именно в IT я уже там порядка 7 лет. Я довольно поздно пришел к этому. А до этого профессионально играл в покер, занимался культивацией грибов. То есть такие очень интересные специальности у меня были до этого тоже. Слушай, круто и интересно. На самом деле мы коллеги, потому что я тоже тестировщик ПО. У нас в России так говорят, да, Quality Assurance инженер. И, собственно, я сам знаю, как порой простую даже фичу сложно вывести быстро в продакшн. Вот, может, ты расскажешь, почему часто некоторые нововведения мы ждем очень долго? Да, просто для тех, кто не знаком с процессом разработки, это выглядит, буквально если мы говорим там про локализацию, например, да, что сложного изменить строчку текста, строчку кода. На самом деле внутри это выглядит не так. Внутри каждой команды есть свой процесс разработки, есть своя методология разработки, по которой следует команда, потому что таких фиксов, таких строчек может быть в команде несколько десяток, несколько сотен, а иногда несколько тысяч. Если мы говорим про какое-то там АИ, что-то типа искусственного интеллекта. И, собственно, поэтому довольно тяжело любую мелочь провести через, я называю это круги ада. То есть сначала тебе нужно заапрувить это в зависимости от того, что это. То есть если мы говорим про давай говорить про механику, да, маленькую механику, грубо говоря, мы добавляем какой-то атрибут или последний фидбэк от Дремы, если я не ошибаюсь, у нас в ру-комьюнити в чате. То есть добавьте слот на Вентуру. Да, супер, слот на Вентуру вроде бы мелочь, вроде бы реально там добавить строчку кода, но, во-первых, это затрагивает несколько систем чисто по коду, а во-вторых, это затрагивает баланс. То есть тебе нужно это заапрувить между дизайнерами, тебе нужно пойти, доказать это ответственному за это геймдизайнеру, что это реально нужно. Потом это нужно принять на таком консилиуме всех там гейм-дизайнеров. Следующее, это нужно все-таки эту строчку кода написать, эту строчку кода нужно протестировать, эту строчку кода нужно вставить в релиз, в соответствующий бранч. То есть это маленькая строчка кода на самом деле, но по факту это затрагивает много человека часов, и когда мы рассуждаем в перспективе человека часов, ты сразу начинаешь считать деньги. А насколько рационально ли сейчас менять конкретную строчку кода? Что принесет это изменение? Насколько оно ценно для продукта, для компании? И всегда это баланс между бизнесом, рациональностью и твоим собственным мнением. И то есть не всегда это все совпадает. А со стороны, конечно, это очень просто поменять. То есть также очень просто там говорить: это же там EVE, мобильная игра, зачем делать ее такой сложно? То есть, есть концепт, есть там IP, то есть знаменитый тайтл EVE, есть вселенная, есть какие-то механики, есть ожидания. То есть очень-очень много систем затрагивается. И любое маленькое изменение, любое превращается реально в настоящий геморрой иногда. Даже не иногда, всегда оно превращается в геморрой, вот так скажем. Да, я рад, что наши слушатели это услышат и, может быть, что-то поменяют в своем мнении.
и в агрессивном порой отношении, да, где мой слот от Вентуры, ребята, ну почему его до сих пор нет? В том числе. Окей, идем дальше. Я вот знаю, что ты после релиза точно играл какое-то время в FX, а продолжаешь ли ты играть сейчас? Да, ну, во-первых, мы не можем не играть. Это одно из условий вообще нашей работы. То есть, во-первых, это командные условия, во-вторых, это условия компании. Мало того, что мы всегда играем в продукты конкурентов, мы играем всегда в свой продукт. У нас есть даже внутричковое правило, что если ты не играешь определенное количество часов, то ты присоединяешься к группе товарищей, которые раз в месяц покупают на всех вкусняшки. Ну, то есть это такой, типа, blaming, ну, типа, как сказать, сори, у меня профессиональная деформация, у меня английский Мгм. язык рабочий. Шейминг, бламинг, как перевести? Пристыдить. Да, когда тебя стыдят все команды, что ты в этом месяце слабо играл в наш продукт. А почему? Что случилось? Ну и, конечно, в обязательном порядке. Я знаю, это очень распространенное мнение, особенно в ру-комьюнити. Я, к сожалению, не чекаю остальные, у меня просто нет на это времени, что мы не играем в наш собственный продукт. Это на самом деле не так. Мы играем в него, играем довольно много, и у нас практически всегда включенный клиент. Единственное, что, конечно, мы не можем поделиться своими никами, и чтобы люди видели, что мы всегда, мы практически всегда онлайн. Ну, то есть у меня же есть контакты сотрудников, мы Мгм. всегда онлайн. Если кто-то не изучает свою систему, то у кого-то кто-то входит в корпорации. Ну, единственное, что у нас условия, мы в игре не можем оглашать, что мы разработчики, поэтому это все секрет. Мы только секретно можем участвовать в корпорациях, но точно мы играем, у нас есть как минимум две больших девелоперских корпорации, даже своих. Одну возглавляют тестировщики, они в основном занимаются, они майнеры и производственники, а вот дизайнеры, они между собой сделали пиратскую корпу, и там в Ничего себе. нулях тоже. Да, ну, я, естественно, никаких деталей, никаких этих, но такой. Да, это окей, я понимаю, и я поймался на мысли, то есть, возможно, вот у кого-то из слушателей, кто-то из разработчиков даже есть в Карпе, или кто-то из слушателей состоит в Карпе разработчиков, но никогда об этом не узнает, так что ли? Ну, то есть, вы среди нас, но мы вас не знаем. Ну да, слушай, я за год, наверное, в трех, нет, раз, два, три, четыре, в четырех корпорациях побывал. Круто. Нет, в пяти даже, да. Благородное шпионство такое. Ну, в Еве распространено. Ну, иногда, знаешь, вот последние там 2 раза я присоединялся к ПВПшным корпорациям, поскольку был занят ареной. Мне было интересно, там, как выбираются шипы, как принимаются решения, типа доктрина, то есть доктрина корпорации. На каких шипах мы летаем, Мгм. какие шипы мы компенсируем, да. То есть вот такие вещи. Мне было интересно, как вообще это происходит, взаимодействие, потому что сначала первую корпорацию мы создали там как бы с сотоварищами, да, которые тоже меня не знают, что я разработчик, я как бы возглавлял ее. Потом то ли я как-то приблизился к своему раскрытию как шпиона, я прям так почувствовал, что чуть-чуть игровое время. Игровое время было у меня обед, ну, то есть я же в Китае живу, и очень часто слышно китайскую речь на бэке, Мгм. и поэтому я уже побоялся, что я спалюсь, и ушел из руководства корпорации. И поэтому мне нужен был какой-то опыт, как руководство дальше взаимодействует. Ну, то есть вот такие тонкие вещи, которые только в игре ты можешь понять на самом деле. Окей, тогда дальше как раз игровой вопрос. Вот не как разработчик, а как игрок ответь. Что бы ты сам хотел добавить в игру? Может, есть чего тебе не хватает? Слушай, ну я вот над этим как раз работаю, потому что у меня не было опыта, если честно, в EVE Online. Я до сих пор его не приобретаю, потому что мне кажется, что он может чуть-чуть меня испортить, но при этом, естественно, все наши остальные дизайнеры очень глубоко и очень долго играли в EVE Online. Мне на самом деле то, что я хотел бы, то и делаю. Я очень хочу дешевое, как дешево тестировать корабли, как изучить процесс. То есть для меня, как человека неопытного в EVE Online, с самых первых шагов было интересно, а как же быстро
обучиться всему, использование модулей, взаимосвязи там различных типов урона, я не знаю, как работает оружие, как турельки, то есть как, ну, до сих пор у меня, конечно, любимые ракеты, потому что они проще, давайте будем объективным, но понятно, что я должен знать механику пушек, то есть, ну, как бы там, как работает signature radius, то есть, ну, все эти вещи. И понимаешь, как для нового игрока очень тяжело, это, ну, реально, то есть даже ты, когда читаешь вики, а у нас в основном мы используем EVE Online Wiki, у нас нет своей, ну, у нас есть как бы своя внутриигровая, но большинство материалов все равно же там про модули, про какие-то туториалы, они зачастую, ну, то есть мы же математику использовали, большую часть математики EVE Online использовали, поэтому тяжело учиться. Очень тяжело учиться. То есть мы даже как говорим про продукт, вообще про наш, что у нас какая основная проблема продукта? Тяжело учиться, но очень легко быть экспертом. То есть когда ты выучился, тебе уже легко. Но хотелось бы поменять. То есть хотелось бы, чтобы тебе легко было учиться, как вырасти до определенного уровня, а потом уже, чтобы момент соревнования был в экспертном уровне, когда уже тяжело было бы двигаться, расти между собой. А так получается, когда ты познал там, ну, как бы, когда у тебя очень много опыта, например, ты пришел с EVE онлайн, тебе вообще Эхос для тебя, ну, просто семечки. Более легкий UI, там, более обрезанный геймплей, ну, то есть тебе вообще супер легко от этого. Ну, это как бы вот наша такая, ну, это моя личная, это не командная цель, поэтому я начал работать с ареной, мне понравилась как бы идея того, что почему бы нам не сделать, то есть это мы как цель вообще для себя поставили это, что, ну, есть, мы все понимаем психологию, почему игроки, новые игроки не любят PvP, да, потому что фармить на шип там 3 недели, ну, это, ну, просто, я помню первый шип свой потерянный в игре, на тесте даже еще, это было просто, а мы же не можем, у нас же есть правило, что даже разработчики не могут себе восстановить шип, то есть они, никаких профитов, бенефитов, у нас ничего не может быть лишнего, мы, как обычные игроки, можем сидеть на сервере, у нас ничего нет дополнительного. И поэтому, когда ты теряешь свой первый шип, который ты фармил там 2-3 недели, я не помню, там, на первый Каракал Нави еще без какого-то опыта. Это я просто 3 дня, но для меня это был шок. Я 3 дня не мог отойти. Я такой злой был. Причем я потерял его в офисе из-за того, что у меня оборвалась сеть, из-за того, что я просто сходил в туалет. Ну, то есть Wi-Fi поменялись между собой. Я словил этот лаг, и мне прямо... И первый ответ у меня был от саппорта, что типа, нет, так а мы не восстанавливаем в команде-то шипы. С чего вдруг? Я такой, в смысле, как? Это еще самому. Естественно, мне показалась интересная идея, но я же не один такой, который приду в игру. Как сделать так, чтобы, ну, попробовать максимальное количество кораблей? Как сделать так, чтобы у меня было время протестировать быстро, как в бизнесе, знаешь, очень важно быстро тестировать теории. Не важно их полишить, полировать, давай скажем, полировать, да, до блеска. Важно быстро протестировать, работает оно или нет. Так и для тебя, тебе очень важно, как игроку, быстро понять, то есть вот close тебе или long range важен, то есть, как тебе приятно, на каком типа оружии тебе играть? Я не знаю, чисто внешний, корабль, скорость, то есть какие характеристики, опять, ты ставишь какие-то там, я не знаю, ракеты, и ты потом понимаешь, что там есть радиус взрыва, и ты такой, радиус, какой, почему радиус взрыва, с чего вдруг этот радиус взрыва? И то есть, а эти моменты все, когда ты уже купил все, да, когда ты поставил всю оснастку, и ты такой, блин, я потратил денег, и мне опять фармить, и оно не подходит, или вот, то есть я помню все эти моменты, которые я сам переживал, когда там только тестировал игру, да, я пришел к Cloud, если кто знает, у нас в Дискорде дизайнер, он ответственный за атрибуты, я прихожу к нему, говорю, чувак, слушай, а что мне ракеты не встают? Он говорит, так тут же ж просто, я ж вот 7 лет играл в EVE Online, тут же все просто. Да, просто для опытных игроков, но для ньюкамеров, для новых игроков вообще непонятно. Поэтому единственный способ, как ты можешь получить этот опыт, это тестировать больше, тестировать чаще. Просто даже советы иногда, знаешь, чужих не очень помогают. Ну, то есть кто-то собирает там фитинг, подскажите фитинг на то-то. Ну, собрал ты фитинг.
ну, в смысле, то есть ты же должен выбрать стратегию, как, то есть, точнее, тактику, как ее использовать. То есть ты не везде можешь варпануть сразу на точку. Тебе, если там лонг, тебе нужно, ну, как бы, выбирать дистанцию, как минимум, да. Ну, то есть разные игровые ситуации, которые, ну, невозможно же объяснить вопросом: подскажите, какой фидинг поставить. То есть поэтому вот это и хотелось добавить. Над этим мы работаем и дальше будем работать. Вот, собственно. Очень круто. В процессе твоей речи у меня столько было тоже своих случаев. Ну, вкратце скажу, что да, это очень дорого. Я сам пол отпуска на море потратил на фарм на корабль, когда только стартанули, и слил его в первые часы. Я такой, как, почему? Да, действительно, это крутая тема, если будет возможность как-то более дешево и быстро протестировать, попробовать для себя разные и сделать выводы. Вот. А насчет Большой Евы, недавно первый раз зашел в нее. Ребята, вот кто говорит, что Ифекас, она сложная, она настолько простая по сравнению с большой, мне так сложно там показалось, я довольно быстро вышел и пришел в Ифекас снова. Зашел, и прям, знаешь, ощущение, как вернулся домой, здесь все так приятно и знакомо. Не хочу туда больше. Ну, давай будем честными, что это еще как бы все равно, возможно, можно, наверное, так сказать, это копия, хотя бы мы не хотели, это все равно отдельный продукт, это мобильная игра, и мы не хотим, мы дальше делать это копией, но все-таки концепты, то есть там корабли, да, все-таки это обрезанная версия до сих пор, то есть там, а, ну, я уже могу об этом сказать, потому что когда выйдет интервью, это уже будет известно, как минимум, то, что мы объявим на лайвстриме. То есть в октябре у нас появятся первые там дредноуты, первые авианосцы, то есть то, что тоже Большой Еве знакомо уже давно, знаешь, там, и мы готовим постепенно, плавно, чтобы запускать весь контент, который есть в EVE Online. Естественно, со своим подходом, правильно это, неправильно. Мы на самом деле тоже пытаемся тестировать теорию. Да, я знаю, что мы ошибаемся, и, наверное, там не нужно лукавить, а нужно там еще раз извиниться и перед игроками, и перед всем комьюнити, что we try hard, but like always can fail. Да? Мы тяжело стараемся, но всегда мы можем ошибаться, и это, ну, это нормально, да, и простите, если мы чьи-то ожидания не можем следовать чьим-то ожиданиям. Если кого-то мы раздражаем той политикой, которую мы вводим, мы просто пытаемся также тестировать теории. И, конечно, нам бы хотелось и фидбэки получать, и мы бы хотели и сами улучшить. И то, что и стараемся делать, улучшать работу с этими фидбэками. Как я и рассказал, да, то есть у тебя есть там 100 фидбэков, да, чтобы оценить, какие они важные, какие неважные, да. Вы же не знаете технической части, там, вы же не знаете, как работают дроны, да, у нас там, почему баги с дронами такими частые, да, там, а дроны это по факту в игре технически это отдельные корабли. И поэтому баги, связанные с дронами, почему, когда в локале там по 1000 и там еще дроны выпускают, там все, то есть все начинает уже быть плохо. Ну, во-первых, лимит сервера, ну, там по 1000 у нас, я не помню, битв по 1000, ну, в общем, если еще там 500 человек выпустят там 500 дронов, то вот как бы для сервера это уже 1000 кораблей. И отсюда у нас и проблемы есть какие-то там, ну, вот такие вещи. И тяжело из 1000, и там из 100 фидбэков приоритизовать их все, то есть понять приоритетность, понять, а что приносит реальную ценность. То есть, понимаешь, часть говорит, там, мы майнеры, нам нужно это, там, ПВПшник говорит, нет, нам это не нужно. И это зачастую бывают очень конфликтные между собой вещи. И мы такие, так, давайте или никого не слушать, или одну сторону слушать. И вот когда мы там слушаем, вот там ввели там одну систему, вот, вы убили там всю промышленность. Там, окей, но мы наперед тоже думаем про промышленность. Мы там для промышленности там готовим структуры новые. Там для промышленности есть свои, которые там в роудмапе расписанные вещи. Мы не можем все за раз как команда сделать. Естественно, у нас какие-то шаги где-то мы ошибаемся. Так что простите, дорогие игроки, что иногда ваши ожидания превосходят наши возможности. Мы очень стараемся. Очень хорошо сказано. А
Такой вопросик. Вот уже неоднократно менялся баланс, там поднимали урон турелькам, еще какие-то нюансы, армор усиливали. Вот на текущий момент лично тебя устраивает ли баланс и возможны ли какие-то еще изменения в будущем? А, Изменения в будущем не то что возможно, они точно будут. У нас есть правило, мы себе его завели, чтобы делать изменения баланса. Давай назовем его улучшением баланса Мгм. раз в полгода. Это является обязательным для нас правилом. Мы его всегда добавляем в roadmap и заранее думаем, что мы будем балансить. По поводу конкретики я не могу ничего, во-первых, огласить сейчас, а во-вторых, хочу заметить, а, тебе нравится игра камень, ножницы, бумага? Вполне. Когда ты играл в нее последний раз? Ну, не знаю, может, полгода мы что-то хотели выяснить и решили разрешить это этим спором. Как долго ты играл в нее? Ну, 10 секунд Один максимум. раунд. Да, один Один раунд. раунд, да? Это самая отбалансированная игра в мире. Кстати, да. Самая. Черт, ты меня уел. Фишка в том, что баланс, когда он есть, это неинтересно. Потому что интересно как раз-таки неотбалансированные вещи, и когда они постоянно приспосабливаются к нуждам игрока. То есть то, что отбалансировано, оно всегда скучное в большинстве своем. Конечно, есть там много кто может там привести там знаменитые тайтлы там классных игр, особенно там РТС, ну просто не хочу ничего рекламировать, да, там, которые в e-спорте, да, там самые знаменитые имена, да, там тоже классный баланс, да, там тоже там типа 3 фракции, они классно отбалансированы. Но там тоже есть нюансы, к этому балансу шли через изменение этого баланса, а он не создавался. И когда уже пришли к какому-то единому, его применяют именно для определенной вещи, как соревнования. Поэтому к чему мой спич? Потому что баланс идеальный, он по факту это не очень интересная вещь. Ну, то есть как камень, ножницы, бумага. Идеальнейший баланс. Как часто? Только для определенной нужды 10 секунд раз в полгода. Интересно нам, как разработчикам, делать продукт, который... То есть я не говорю о том, что нужно всегда делать несбалансированные вещи. То есть по факту, к чему опять-таки вспомнил немножко и прорекламирую и себя, и то, над чем я работал. Мы в арене, тот мод, который сейчас релизнем, во-первых, мы называем это Faction War Games, фракционные военные игры, давай это назовем так, что ли, да, военные тренировки. В нашем переводе можно и зорницы это назвать, да. Вот, мы первый мод сейчас будем презентовать, то есть на тесте которого и ты, я помню, да, правда, участвовал. Да, Правильно? участвовал. Правильно? Было круто. Вот. И мы там и применили как раз-таки концепцию камень, ножницы, бумага. То есть мы взяли, разделили, мы взяли, я сначала выяснил в корпорациях, как они устроятся, вот то, что я тебе рассказывал, да, доктрина шипов. Потом мы проанализировали дату, какие шипы, какое вооружение чаще используются. Потом проанализировали технические уровни. На тот момент у нас не было 10-го, был только до 9-го я мог проанализировать. Какое оружие используется, какое количество игроков участвует в убийстве, в ПВП в живом. То есть очень-очень много факторов я пытался собрать. Ну и, собственно, таким образом мы вывели какую-то категорию кораблей, которую можно сказать, что они будут честными в битве, потому что, понимаешь, у нас же как из-за тоннажа, когда ты ставишь выбор фрегата и бэтлшипа, ну, естественно, все полезут на бэтлшипы и, типа, ну, какой смысл во фрегатах? Мы сделали тут по-другому, мы взяли только фриги, взяли дестройеры, порядка там 30 с чем-то, с копеечками, 32, если я не ошибаюсь, получилось, разделили их на 3 группы между собой. И все остальные атрибуты, то есть вообще как выглядит между собой арена, это 10 на 10 мод, в котором тебе нужно убить определенное количество NPC для того, чтобы выиграть. Это
независимый environment, где ты можешь, когда ты докаешься, в любую NPC-станцию, ты можешь присоединиться к битве, еще раз повторюсь, 10 на 10, и да-да-да, к чему суть потерял. Три роли. Мы выделили три роли, и так мы настраивали атрибуты, так мы выбирали фитинг, потому что, ну, оснастку мы не хотели в первом моде позволить кастомизировать. Очень тяжело было бы сделать равные шансы для всех. Ну, то есть это очень было далеко от наших целей. Хотя, конечно, хотелось бы позволить и большие битвы, и там Deathmatch, да, это были первые мои идеи. Но вот мы взяли 32 корабля и настроили их согласно трем ролям, да, то есть там бомберы, которые быстро могут убивать NPC, которые скоростные, но при этом довольно слабые против... Слушай, я даже не помню последние имена, которые мы остановились. Настолько было рабочих имен для ролей, мы тут целые баталии за это устраивали. В общем, я называю Gankers, Bombers and Firepower. Типа вот три этих ролей, в общем, это были изначальные названия. Ну, то есть бомберы очень легко могут избежать контакта с Firepower, то есть с большим DPS кораблей, больше DPS кораблей, они, то есть это в основном дестройеры, они стабильно дамажат против NPC, не так быстро, как бомберы, но довольно свободно себя чувствуют против двух других групп кораблей. А генкеры — это те, которые могут с легкостью убивать бомберов, ну и довольно как бы нелегки для Firepower кораблей. Ну, то есть мы старались из вот этих ролей сделать такой вот мини-баланс знаменитой игры, как бы, вот мы ее взяли просто за основу, вывели таблицу и прям вот по каждому атрибуту, чтобы была компенсация, вот сидели и вычисляли. Получилось или нет, судить только вам. Хотелось бы сказать, что это не первый, не последний, точнее, первый, но не последний мод, который мы собираемся. Я уже начал работу согласно как раз-таки вот участникам тестирования. Первого тестирования это были какая-то часть игроков. Это было закрытое тестирование, мы его не анонсировали. И, собственно, вот следующий мод мы готовим уже с меньшим количеством игроков. Ничего не могу пока сказать про детали, но думаю, чтобы была возможность все-таки кастомизации оснастки для того, чтобы иметь возможность все-таки скиллы в EV вселенных — это как ты выбираешь фитинг, как ни крути. Основные твои знания, которые мы собираем, это вот об этом, все вокруг него. Что поставить, в каком там модуле на дамаг, 3 поставить, там на скорость, ага, тут типа там шилдовый бустер, а нужен вообще нет. То есть, а в PvP, а зачем он там? Лучше плиту поставить. То есть вот такие, которые вещи, и тут уже как каждый выбирает под себя свой стиль игры какой-то, свой фитинг. Вот. Когда уже сможем пощупать руками арену? А, Пам-парам-пам. Слушай, ну 5, да, 5 числа релиз, то есть 5 числа Maintenance, это следующая неделя. Собственно, вот мы готовим, у нас уже там вторую неделю стоп фичи request, то есть мы ничего не добавляем, только тестируем. Я что-то тут попытался добавить, я готовлю ивент, будет ивент с инфлюенсерами, с ютуберами, с американскими. Попытался добавить какой-то элементарный контент, меня тут нигде не дали доступа. Я такой, в смысле, что случилось? Нет, все юбилей, мы все релизим, все. Вот 5 числа, да, у нас будет основной контент, то есть это арена, это NPE, New Player Experience, ну, это, то есть туториал обновленный, очень дополненный, цитки новые, 6, новые цитки, 6 штук. Наконец-то я очень надеюсь, что что-то ребята с промышленных предпочтений смогут себе в этом найти, наконец-то, и понять, к чему мы делали предыдущие шаги. Небольшой аджастмент. Поправляй меня или переводи сразу, потому что мне тяжело. Улучшение, оптимизация. Улучшение. Да, улучшение, небольшие оптимизация атрибутов сканеров. Слушай, дай бог мне памяти. Что еще? Забыл. Точно что-то забыл.
целый день тренировались сегодня. Понял. Вот. Наше интервью как раз выйдет 5-го, да, как мы договаривались, и мы уже тогда Мгм. сможем все увидеть и пощупать. Кстати, про сканирование у меня был вопрос. В целом фича классная, всем понравилось, хотя многие писали, что такое происходит, только активность возросла конкретно в игре, ну, по нашим наблюдениям. Вот такой вопросик, что в лоу-секах сканирования, например, сторилайны, вот новички, которые проходят миссии, да, чтобы выполнить пул миссии и получить дорогой листочек, который, например, они могут продать на рынке и заработать, с этим сложно. В лоу-секах их насканивают пираты, там на дорогих кораблях фракционных, и просто расстреливают в мясо. Вот будут ли какие-то, может, изменения в этом, или здесь нет проблемы? Да, будем честны, что ты заранее со мной поделился вопросами, и мы вот утверждали вопросы, чтобы быть готовыми для чтобы обе стороны были готовы к этому интервью. И я не поленился, я пошел к ответственному дизайнеру. У нас ответственный за это в Дискорде вы можете найти Вилсон, такой геймдизайнер, тоже новенький. Собственно, это его зона ответственности была. Он полностью придумал систему сканирования. Ну и в диалоге с ним как бы а, он считает, ну и, собственно, многие из геймдизайнеров считают, у меня нет определенного мнения, честно могу сказать, потому что я сам пару раз терял шипы из-за скана, поэтому э, присутствует во мне такая горчинка. Я понимаю, о чем речь. Но он считает, как, опять-таки, подчеркнул многие геймдизайнеры, что лоусеки вообще довольно безопасны. Но опять-таки, это же, понимаешь, это же сравнение с большой Евой, да? То есть, что лоусеки не должны быть настолько безопасны. А, как для мобильной версии, ну, не знаю, ну, у меня, возможно, может быть и другое мнение. Изменения мы никаких делать с этим не будем. Единственное, что мы поменяли там, где появляются миссии теперь, ну, насколько я помню, да, то есть большая часть миссий стала не историки вроде бы, но обычные encounters миссии, они доступны в хайсеках больше теперь. Ну, я точно помню, что мы поменяли этот пункт. И я очень ошибаюсь, потому что у меня же, как ты же понимаешь, помимо того, что у меня есть клиент зарелиженный, у меня есть еще несколько веток, то есть там у Угу. меня есть ветка разработки, и я могу, ну, то есть у меня Путаться. может абсолютно микс, да, я, может, что-то говорю, что мы еще не релизнули, да, а только релизнем. Ну, то есть точно у меня в транке точно есть миссии, которые только в хайсеках, я это прям замечаю. Вот. Да, так что у нас было немного спойлеров, возможно. Переходим к заключительной части, наверное, интервью. Мы много вопросов уже обсудили. А какой ты видишь игру через полгода, год и 2 года? Ой, слушай, очень тяжелый, неблагодарный, мне кажется, такой вопрос. Естественно, мне бы хотелось видеть этот проект более популярным, поскольку мобильные устройства более доступны. То есть вот, знаешь, как в Китае, например, такая интересная статистика: 95% интернет-юзеров используют мобильные устройства. Поэтому здесь уже третий год мобильные игры просто взлетают. Это там 45% мирового, извините, рынка по оборотным деньгам как минимум. И, естественно, мне бы очень хотелось, чтобы мобильный проект стал настолько интересным, насколько большая Ева. А, да, конечно, я уже упомянул, да, я понимаю, что мы допускаем ошибки, но в то же время мы пытаемся улучшаться, мы выпускаем новый контент, не останавливаемся на этом. Мы понимаем, что, возможно, где-то мы теряем аудиторию, но мы очень надеемся привлечь ее обратно, в том числе привлечь новых игроков. Собственно, все, что я перечислял выше, именно для этого и создается. Хотелось бы первое, что переплюнуть по популярности, пролететь столько же по сроку, как этот life cycle project, да, то есть у большой Евки он уже сколько там, 17-18 лет. Для мобильного проекта, конечно, это очень нереальный в связи с
ну, моральной устареваемостью девайсов. Ну, как бы хотелось бы, конечно, долгий срок этого проекта. И как я себе вижу, что, конечно, мы весь контент, который так интересен хардкорным игрокам, вплоть до Титанов скопируем со своей собственной адаптацией, потому что, ну, я не могу это назвать скопируем. То есть я тут как-то сказал слово копировать, и меня поправили не копировать, импортировать. О, да. То есть вот я очень, ну, как бы один из шагов, что мы импортируем большинство нужд для хардкорных игроков с большой Евы. И я очень надеюсь, что пойдем в свое интересное также плавание и как мы и хотим параллельно двигаться, не создавая друг другу конкуренции, потому что, ну, все равно же классно пойти в очереди в какой-то поиграть в EVE Echoes. Конечно, не в той версии, что есть, потому что короткие сессии для нас пока недоступны, но я надеюсь, вот с релизом арены, возможно, у вас появится новый интерес, там, провести 15 минут, это время, максимальное время там, одной битвы на арене в какой-то, я не знаю, очереди. То есть короткая сессия для мобильного устройства это важно, хотя я понимаю, что, конечно, большинство юзеров используют на эмуляторах, потому что просто более удобно, но я, например, часто играю с iPad, там, с телефона, и понимаю, что ну, это тоже важный процесс. Там, я, например, бегаю, там, я занимаюсь бегом, готовлюсь к полумарафону, и там, знаешь, иногда мне просто хочется сесть, открыть клиент игры там, и поиграть, но я понимаю, что я не могу этого сделать в передышке, там, когда делаю заминку, я не могу этого сделать, потому что ну, 15 минут я не проведу. То есть мне нужно там зайти там, в корпорацию, там, а что, вылет у нас, ага, есть там, ага, час-два, все. То есть это на мобильном устройстве это тяжело. Хотелось бы все равно иметь возможность шот-сессион геймплея какого-то, который можно провести время между какими-то активностями в связи с тем, что все равно это мобильная игра. Все слышали, и Москва не сразу строилась, и Большая Ева десятилетия, наверное, ушло, прежде чем все стали довольны. А маленькая Ева, мне кажется, отличными темпами развивается. Вот. Играйте в игру. А Не кто маленькая, ушел? мобильная. Да, извини. Не копируем, импортируем. Не маленькая, а мобильная. Точно. Да, и для А, тех, кто... кто ушел, ждем обратно. С Да-да-да. превеликим удовольствием. Для тех, кто ушел, у нас есть Sky News и опытные игроки, кто вас примет, поможет, обучит и отправит в дальний путь уже в другие корпорации. Это маленькая реклама нас была. Вот. Ну, и самый последний вопрос. Твои пожелания для нашей аудитории, для слушателей и для проекта Sky News. А, мои пожелания: не останавливайтесь в том, чтобы честно и прямо говорить свое мнение. Если вам не нравится что-то, говорите, что мне не нравится. Но при этом не забывайте, если вам что-то нравится, сказать точно так же честно, что вам это нравится. А от лица всей команды мне еще раз хотелось бы извиниться. Мы все ошибаемся, но я опять-таки хочу заметить, что мы очень сильно стараемся, мы очень сильно хотим слушать и дальше ваше мнение, хотя, может быть, со стороны это казаться, что мы его не слышим или не хотим слушать. Нет, на самом деле мы часами проводим в Дискорде. А если кто-то... Меня так удивляет, что там в русском канале «О, Фокс», а я всегда там сижу. Ну, я его всегда читаю. То есть понятно, что когда там кто-то блеймит, я не хочу, ну, потому что мы уже как бы решили, что если игроки хотят делить свое негативное мнение, ну, пусть они делятся, это честно, да. Но, конечно, я не хочу там посреди разговора, там, когда «О, там, на ты, это, и начинается. Ну, конечно, я не хочу влазить, но мы все читаем. То есть читают, все геймдизайнеры точно читают, продюсер постоянно в Дискорде, мы пытаемся спрашивать, мы пытаемся собирать фидбэки, как я сказал уже выше, мы иногда в роли шпионов пытаемся взаимодействовать с вами, с живыми игроками, спрашивать мнение. Я там, как сейчас помню, последний раз там что-то дурку включал, какие-то пытался там, ребята, они зарелизят, они там обещали, они сделают. Там. А вы что думаете на этот счет? Как вы вообще там? Мнения есть какие-то? И так тоже, знаешь, таким образом тоже собираешь фидбэки. Ну, интересно, да. Поэтому хотелось бы пожелать, чтобы вы делились, а мы слушали, а мы слушаем. А,
и чтобы этот юбилей был у нас прекрасным началом череды следующих юбилеев. Ох, да, уже год прошел, как один миг. И в то же время, как целая, я не знаю, жизнь. Ну, для нас так точно. Мгм. Ну, для нас Для нас тоже. точно. На этой прекрасной ноте я тебя хочу поблагодарить, что нашел время, и мне кажется, очень подробное и содержательное интервью вышло. Спасибо. Спасибо тебе, что пригласили. Спасибо Sky News. Мы с вами давно, с самого начала создания. Я помню, как мы промоутили даже первый видосик. Поэтому приятно, что мы на связи уже так долго, ВКонтакте. И, собственно, мне кажется, это опять-таки знак того, что нам важно комьюнити, и это то, на чем мы планируем и дальше базировать весь наш контент на ваших фидбэках и на ваших мнениях. А вам спасибо большое, что вы его собираете, в том числе и продвигаете игру, и, собственно, ну, в ваших комментариях же тоже под видосами я бывает что-то так зайду, да и почитаю. Да, там Так есть что что спасибо почитать. большое. Мгм. Да, да, да.